Отвлечемся немного от печальной нервотрепки под вывеской мирных переговоров, где много важных людей пытаются убедить всех, будто нечто происходит, прекрасно осознавая, что не происходит ничего. Поговорим сегодня о том, что имеет последствия для реальных людей в России, причем прямо сейчас, об агрессивном государственном продвижении мессенджера Max и о последствиях от использования этого приложения. Только прежде чем начнем, объявление. 30 августа пройдет уже 3-й раунд офлайн встреч зрителей моего канала за границей. Эти встречи проходят без моего участия, их организуют сами подписчики. В прошлом месяце встречи состоялись в 43 городах, от мегаполисов вроде Лондона, Парижа, Берлина, Нью-Йорка, Токио и Сиднея, до совсем небольших городов, где тоже находятся люди, которым интересно встречаться и общаться вживую. Где-то уже сложились большие активные сообщества из десятков участников, а где-то небольшие уютные компании. В Германии и США встречи проходят сразу в 5 городах. Также будут встречи в Барселоне, Буэнос-Айресе, Вене, Сеуле, Ванкувере и во многих других местах. Если хотите прийти, заходите на сайт и проверьте, есть ли встреча в вашем городе. Там же есть ссылки на городские чаты, куда вы можете добавиться. Мы хотим продолжать расширять карту таких встреч, поэтому всегда рады новым организаторам. Так что если встречи в вашем городе пока нет, возможно, вы сможете ее провести, и на нашей карте появится новая точка. Есть города, где, очевидно, много зрителей, а встреч пока нет. Мюнхен, Амстердам, Стамбул, Вильнюс, Дубай и другие. Если вы оттуда, особенно ценно, если вы организуете встречу. Ссылка на всю эту историю в описании. А теперь к ролику. Не думаю, что этот факт нуждается в каком-то отдельном декларировании, но на всякий случай проговорим. Любая ваша активность в мессенджере Max, вся ваша переписка, весь обмен файлами, фотографиями, чем угодно, все ваши стикеры, эмодзи, реакции, подписки – все станет доступно российским силовикам в реальном времени. Доступно станет со всей историей, и неважно, стерли вы ее или нет, безо всякого судебного решения и прочих сложных процедур. По большей части это касается любого российского сервиса, любого оператора связи, которые, с одной стороны, обязаны законом все хранить и передавать по первому зову, а с другой – взаимодействовать с силовыми структурами, которые второй раз уговаривать не будут. В таких условиях россияне живут давно и, можно сказать, уже даже привыкли. Но Max – случай особый. Чем дальше, тем больше становится очевидно. Мессенджер этот делался даже не в коллаборации с ФСБ, а по прямому техзаданию от чекистов. Его задача не просто передавать данные по первому звонку ФСБ, а превентивно следить за каждым пользователем. Даже не переписка с помощью этого мессенджера, а сам факт его наличия на вашем телефоне – это не просто дыра в безопасности, но полное этой безопасности отсутствие. Полный доступ российского государства, враждебно настроенного к собственным гражданам, ко всему содержимому вашего телефона и компьютера, до которого приложение сможет дотянуться. А дотянуться оно хочет как можно дальше. Оно хочет знать все о вас и о вашем устройстве. В случае мессенджера Max у нас ни шутки, ни преувеличения и не паникерство какое-то. Устанавливая мессенджер Max, вы устанавливаете себе на телефон шпионское программное обеспечение. Что чекисты будут с выуженной информацией делать, это вопрос второй. По опыту мы знаем, что подобного шпионажа нужно бояться не только и не столько в том случае, когда вам есть что скрывать от самого государства. Мы знаем, абсолютно все, что попадает в его руки, оказывается в свободном и не шибко дорогом доступе сразу или почти сразу. Базы перелетов и пересечений границы, трекинг сотовых операторов по вышкам и доступ к городским камерам с распознаванием лиц, материалы уголовных дел, все адреса всех доставок еды и все данные всех банков. Чем шире доступ отечественных чекистов к данным граждан, тем ярче расцветает рынок всевозможных пробивов. Тем дешевле любому желающему становится узнать о вашей жизни абсолютно все. Поэтому исходить нужно из того, что вся информация, которую соберет про вас мессенджер, будет доступна не только гражданину-начальнику, но ревнивому возлюбленному, работодателю, конкуренту, банку, телефонному мошеннику, спамеру. Будет доступна любому ненормальному, который решит вас попреследовать. Каждому, у кого найдется несколько сотен или несколько тысяч рублей, чтобы проявить к вам превышающий приличие интерес. Исходить надо из того, что в российских реалиях общение через мессенджер Max – это общедоступная информация. Что завтра базу, в которой заносится все, продадут, как Яндекс.Еду, или взломают, как Аэрофлот, и ваши данные и переписки окажутся в общем доступе. В нашем случае репрессивный характер государства,
которая собирает данные граждан исключительно за тем, чтобы силовики могли делать на них палки, это не единственная проблема. Вторая проблема в том, что при всей своей свирепой репрессивности российское государство еще и запредельно коррумпировано и безалаберно. Оно не просто себе все соберет, оно еще и по секрету всему свету расскажет за 3 копейки. Еще раз, нам не кажется, что вы прям нуждаетесь в таких уточнениях, но на всякий случай зафиксируем. Да, мессенджер Max — это не только билет в ближайший отдел по борьбе с экстремизмом, у которого план горит, но и инструмент, чтобы превратить жизнь пользователя в общественное достояние. Теперь давайте разберемся, что там внутри. За последние дни вышло несколько обзоров, да и мы привлекли эксперта. Но сначала посмотрите, пожалуйста, небольшую рекламу. 13 августа Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в WhatsApp и Telegram. Объяснил это борьбой с телефонными мошенниками. Хотя больше похоже, что борьба идет со звонками родственникам из-за границы и с рабочими созвонами в неодобренных мессенджерах. Но это решается с помощью хорошего VPN. Важный момент: чтобы все работало, VPN должен быть установлен у обоих участников разговора. Так что если вы хотите продолжить общаться через удобные вам платформы, обратите внимание на PaperVPN от независимого петербургского медиа «Бумага». Одной подпиской на PaperVPN может пользоваться любое количество людей. Покупайте подписку, подключайте к ней семью и друзей и созванивайтесь как раньше. А если кто-то из ваших друзей тоже решит оформить подписку, то по реферальной программе вы и ваш друг получите месяц бесплатно. Сервис уже 3 года позволяет россиянам пользоваться интернетом безо всяких блокировок. Смотреть YouTube, сидеть в Инстаграме, работать с нейросетями. Команда PaperVPN внимательно следит за нагрузкой на серверы и равномерно распределяет по ним пользователей. Поэтому VPN у них не тормозит, и скорость достаточно высокая и для просмотра видео без зависаний, и для звонков. У сервиса тысячи довольных пользователей и живая, отзывчивая техподдержка. Оплатить можно как российской, так и зарубежной картой. Самый выгодный вариант – тариф с 1000 гигабайт трафика в месяц за 135 рублей. При этом волноваться не о чем. У сервиса честная политика качества. Если в течение 14 дней вы решите по любой причине отказаться от подписки, PaperVPN вернет вам деньги. Приобретете подписку сейчас, зафиксируйте цену навсегда. А промокод CATS еще даст вам скидку в 10% на все тарифы. Переходите по ссылке в описании и оставайтесь на связи с близкими. Продолжаем. Мы обсуждаем мессенджер Max, и теперь разберемся, что же там внутри. Внутри, честно говоря, ничего удивительного. Приложение после установки хочет получить доступ к вашим контактам, к камере, микрофону, автозапуску, уведомлениям, взаимодействию с другими программами, в чем вроде как и нет ничего необычного для мессенджера. Необычное начинается дальше. Выясняется, что приложение желает собирать все на свете не только во время своей работы, а вообще всегда. То есть это приложение, которое в фоновом режиме мониторит ваш телефон. Технические специалисты, понятное дело, сразу же бросились смотреть, что еще это приложение делает или собирается делать. И тут же выяснилось, что приложением крайне недоволен антивирус Касперского по очень важной причине. Оно с очень настораживающей регулярностью обращается к камере. Обращается к камере вроде как не чтобы делать фотографии, а проверяя ее наличие. Но специалисты внимание на это обращают. Дальше еще интересней. Помимо самых обычных разрешений, которые вы даете плюс-минус всем мессенджерам на своем телефоне, Max видит и может преспокойно забрать на свои сервера все данные по контактам. Не только имена и номера абонентов, но вообще все, что записано в телефонной книжке. Приложение имеет постоянный доступ к микрофону. Не только во время пользования, когда вы, например, кому-то позвонили, а всегда может пользоваться микрофоном и слушать, что происходит вокруг вашего устройства. Получает доступ не только к фото, но и файлам в телефоне вообще. Во всяком случае, на старых андроидах. Использует доступ к местоположению. Мы прекрасно помним истории, как именно российское государство обращается с теми данными, к которым имеет доступ. Мы все-таки страна, где функция двухфакторной аутентификации в том же Телеграме используется не столько потому, что так можно защититься от злоумышленников, сколько потому, что обычная форма взлома мессенджеров и других приложений – это перехват SMS-кода на уровне оператора связи. В случае с Максом никаких перехватов на уровне оператора не нужно, просто потому, что Макс, по сути, это Telegram, который был взломан еще в момент установки на ваш телефон. Еще мессенджер Max с самого начала запускается исключительно под российские и белорусские номера.
А значит, в принципе не предполагается как глобальный продукт, предусматривающий трансграничное общение. Техническая возможность такая, конечно, есть. Ваш заграничный собеседник может скачать и установить Messenger Max. Но чтобы зарегистрироваться, человек должен каким-то образом получить российский номер и СМС-подтверждение регистрации. Таким образом, система изначально замкнута внутри России. Max отделяет российский интернет от глобального на уровне задумки. Пользователей дрыном загоняют в систему, которая не предполагает связь с зарубежьем. Итого, что же мы имеем? Продукт, который получает неограниченный доступ к данным на вашем телефоне. Продукт, где все информационные каналы, как минимум, одобрены российским государством, где принципиально отсутствует возможность читать зарубежные источники. Продукт, где фактически отсутствует трансграничная связь, где каждый абонент зарегистрирован только по российской сим-карте, а значит, российское государство знает о нем все. Уже по запуску Макса видно, он делается под идею обособленного российского интернета. Ни один коммерческий продукт не запускается подобным образом. Ни один коммерческий продукт не будет ставить таких искусственных ограничений, чтобы им нельзя было пользоваться нигде за пределами одной страны, если речь не идет о чем-то совсем локальном, типа доставки еды по конкретному городу. Любой коммерческий сервис коммуникаций по определению затачивается под бесконечный рост пользовательской базы. Никакой сервис коммуникации не может быть против того, чтобы внучка из Германии могла поставить себе Макс для звонков бабушки в Россию. В мире, где приватность и главное конкурентное преимущество, коммерческая компания вряд ли станет вести себя как Макс. Вряд ли станет недвусмысленно указывать в собственном соглашении с конечным пользователем, что может передавать по запросу властей не только технические данные пользователя, как это делают все сервисы, но и содержание самих переписок. В самом возникновении мессенджера Max нет ничего удивительного. Messenger Max – это российский интернет в том виде, в котором его хочет видеть российское начальство. Интернет, где принципиально нет никакой приватности, где все заведомо привязаны только российскими номерами, полученными по паспорту. Интернет, который технически полностью отключен от глобальной сети и замкнут на себя, где все взаимодействие ведется под контролем спецслужб. Если и есть во всем происходящем нечто удивительное, то сводится оно к тому, о чем мы уже говорили. Поражает некоторая пугающая откровенность и скорость, с которой все происходит. Мы сегодня не будем приводить на этот счет гипотезы, у нас есть об этом отдельный ролик. Мы просто задумываемся сами и предлагаем вам задуматься. Чего же эти чудилы затеяли, что нынешнего уровня контроля коммуникаций и общественного пространства в интернете им уже недостаточно? Что теперь их устраивает только интернет в форме мессенджера Max, не предусматривающий контактов с иностранцами и контролируемый превентивно, который им нужен настолько спешно, что необходимо всех загнать в него уже сейчас. До завтра.